Привет, друзья! Сегодня мы продолжим с вами про плюсы и минусы в Чили. И часть вторая. А, Сегодня я вам хочу рассказать очень интересную штуку. Я попросила в одном сообществе, англоязычном, сообществе иммигрантов в Чили из англоязычных стран, таких как Америка, Соединенные Штаты Америки и из Европы. Все говорят по-английски, группа англоязычная. И я у них попросила отметить, написать в комментариях, какие плюсы и минусы они замечают в Чили. Очень было интересно почитать, хочу с вами поделиться. Самое интересное, что некоторые позиции попали одновременно и в плюсы и минусы. Так вот, например, это относится к еде. Мне вот написали чилийская еда и фастфуд. То есть для кого-то это минус, для кого-то это оказался плюс. Кто-то любит фастфуд и ходит туда каждый день, и им нравится, что здесь он на каждом шагу, все реально купить, не по таким высоким ценам, и для них это плюс. Для других это минус, потому что, говорят, американизация. Лучше есть натуральную еду, натуральную чилийскую еду, настоящую, чилийские какие-то блюда, чем вот этот фастфуд. Поэтому как бы это двояко, плюс-минус. Зависит, это очень субъективно. Второе, что попало и в плюсы, и в минусы, это про характер самих чилийцев. Мне написали тоже, что чилийцы, большинство чилийцев очень приятные люди. И там же в одном из комментариев чилийцы очень замкнутые, среди них сложно завести друзей. Ну, я не так здесь знаю много чилийцев, честно говоря. Все мои знакомые в основном это родственники моего мужа. И они не совсем чилийцы, они из Перу, просто уже живут здесь долгое время. А таких вот именно чилийцев я не знаю. Ну вот только жена брата моего мужа. Она настоящая чилийка, она здесь родилась. Ну, я не знаю, я не могу сказать, что они очень замкнутые, но они не любят сильно распространяться про свои дела. Это есть такое. Но я не знаю, препятствует ли это дружбе. У меня пока чилийцев друзей нет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Следующий пункт, который попал и в плюсы, и минусы, это безопасность. Кто-то написал, что в Чили безопасно, кто-то пишет, что нет, в Чили небезопасно. Я бы сказала так, безопасность очень зависит от города и района. В Сантьяго в центре не рекомендуется ходить с телефоном в руках и снимать округу. Сегодня мы ездили в Кильпуэ, в наш городочек, я снимала видео для следующего ролика. Меня попросили снять про наш город, в котором я живу. Он небольшой, но есть что показать. Вот. И я ходила по улицам в центре города. Спокойно с телефоном я снимала. То есть это, да, может что-то произойти, могут также телефон вырвать, но процент вероятности этого меньше, чем если бы я так ходила в центре Сантьяго, например. Кроме того, в Сантьяго есть, как уже я говорила, раньше безопасные и небезопасные районы. Мне кажется, об этом уже все знают. Это уже, ну, повторюсь, центр Сантьяго лучше там не бывать. Хотя центр красивый на самом деле. Если его бы очистить, отмыть, выгнать всех торговцев с улиц, убрать все эти палатки, помыть фасады, было бы очень красиво. Там есть очень красивые исторические здания. Вот. Ну вот про безопасность, вот так смотря где. Где-то более безопасно, где-то менее безопасно. В целом, ну, наверное, Чили более безопасно, чем другие страны Латинской Америки. Вот так можно сказать. Наверное, вот как-то так. Обворовать могут в любом районе. Просто в каком-то вероятность меньше, чем в другом. Потому что вот в безопасных районах, которые в Сантьяго находятся, про Сантьяго сейчас я говорю, и там есть камеры в этих районах, и поэтому воровать особо не получается. То есть их сразу, как только они своровали, по камерам посмотрели, их сразу задержали. Вот. А в районах, где нет камер, там, конечно, более дозволенность, они себя чувствуют спокойно. Если они уведут у кого-то телефон, их никто не догонит, ничего им не сделает. Ветер, у меня камера, наверное, трясется. Но ничего.
Поэтому безопасность плюс и минус. Где-то безопасно, где-то не очень. Но быть всегда начеку здесь нужно. Не оставлять на виду вещи, смотреть за своим телефоном, ну, то есть быть аккуратным. А теперь перейдем к определенным плюсам, которые отметили англоязычные иммигранты. Я буду смотреть в мою подсказку, потому что их тут очень много. Я не все помню. Первое, конечно, это все говорят про красивую природу, океан. Об этом все написали. То есть кто занимается трекингом, кто любит гулять в горах, какие-то осваивать тропы, ездить в пустыню Атакама, например, заниматься велоспортом. Да, это Чили прям очень подходит для этих занятий. На севере пустыня, на юге Патагония с лесами. На любой вкус природа тут имеется. Второй плюс, который они отметили, это лучшие фрукты и овощи по низким ценам. Я делала видео про фрукты и овощи, про рынок. Здесь размещу ссылочку на это видео, можете посмотреть. Да, с этим я согласна. Действительно, фрукты и овощи очень вкусные, свежие. И цены вот на этом вот на рынке очень доступные. То есть там дешевле, чем в супермаркете. И очень вкусные, всегда есть что выбрать. Фрукты, конечно, сезонные, там сезонность наблюдается, но тем не менее. Следующий плюс, который написали, это тоже касается еды. Свежие яйца. Не знаю, честно говоря. Я не задавалась именно этим вопросом, но мы покупаем всегда в супермаркете. Ну, я не скажу, что они прям очень свежие, прям вчерашние. Ну, неделя, наверное, 2. Не знаю, что имелось в виду. Почему-то вот у кого-то сложилось такое впечатление. Я не видела прям свежих яиц. Наверное, есть тоже, если покупать с рук, с домашних хозяйств, то, скорее всего, да, где-то есть. Но мы не покупаем, я здесь не могу сказать. Следующий плюс, который мне написали, это сильная экономика. Ну, про это я уже говорила в первой части, когда рассказывала про плюсы. Тут больше углубляться в это не буду. Следующий плюс – современность. Смотря в чем. Традиции здесь очень соблюдаются. То есть, как вот они делали раньше, так должно быть сейчас. Уклад, традиции – это они соблюдают. Из современного, наверное, интернет. Многое, что оцифровано. То есть сервисы, вот тот же самый миграционный сервис, банковские сервисы. Все оцифровано, наверное, в этом. Но тот, кто мне написал про современность, он не давал каких-то комментариев, просто вот современность. Ну, на этом мы остановимся. Следующая демократия. Ну, выборы недавно прошли, да, демократия здесь есть. Далее, семейные традиции проводят время вместе. Это тоже правда. Наша вот семья, моего мужа, у него здесь много братьев и сестер, у них семьи свои. Мы часто собираемся, делаем осада, это шашлыки по-местному так называются. Вот нас завтра опять пригласили на обед. Будут делать пастель де чокло. Я фото покажу, что это такое-то. Кукуруза с мясом запекается в такой вот штучке в духовке. Это такое мясо со сладковатым вкусом кукурузы. Мне не очень нравится, но это местное чилийское блюдо. Вот, так что проводят время вместе, да, это есть. Для кого плюс, для кого минус, но вот мне отметили это как плюс. Дальше. Нет массовых расстрелов в школах. Ну, их нет. Я о таком не слышала. Следующее. Отношение к детям в школах. Да и вообще к детям. У меня лично, у нас детей нет, поэтому мне об этом судить трудно. Ну, я, в принципе, готова в это поверить. Легальность домашнего обучения. Ну, это к тому же, к предыдущему.
Да, я насколько слышала, здесь можно обучаться дома. Это законно, это легально. Насколько это хорошо и плохо, не знаю. Каждый выбирает сам, но здесь можно, есть такой выбор у родителей. Доступное здравоохранение и рецепты. Мне, когда поднялось давление, меня приняли без местного РУТ. Меня приняли в местной ургенции, это скорая помощь. Понизили мне давление, сделали капельницу. Рецепты тоже они выписывают, в принципе, без проблем, если тебе нужно. Ну, единственное, нужно идти к врачу, да. То есть если у тебя какая-то проблема хроническая, ургенция тебе ничего не выпишет, тебя отправят к врачу, надо сходить, заплатить деньги за визит, и тебе там выпишут рецепт. Но доступность рецептов, да, не знаю, по сравнению с чем здесь мне это писали, наверное, может быть, по сравнению с США или с Европой, может быть, там рецепты выдают не так просто. Но здесь вот написали, что да, это вот так и есть. Идем дальше. Следующий плюс, который мне отметили англоговорящие иммигранты, это компетентные знающие врачи с честным подходом, включая психологов и дантистов. К психологам здесь не ходила, к дантисту ходила, сейчас еще хожу. Мне пока все нравится. Отношение внимательное. Он делает свою работу. Посмотрим на результат. Ну, ничего плохого пока сказать не могу, и могу подтвердить, что компетентные дантисты, по крайней мере, мне встречаются здесь. Далее, дешевая секонд-хенд одежда и обувь. Перейду к следующему, потому что я не покупала. Может быть, не знаю, наверное. Для кого-то может быть важно. Следующее. Плюс лучшее метро. Смотря с чем сравнивать. Наверное, сравнивают с другими странами Латинской Америки, в которых я пока не была. Мне сравнивать здесь не с чем. Метро как метро, там ничего особенного нет. Нет таких украшений там внутри в залах, как в Москве, например. Нет никаких фресок, нет картинок. Метро, которое выполняет свою функцию. Да, оно есть. Следующее плюс – автобусы на электроэнергии. Это есть, да, я их видела в Сантьяго, так и называются, электробусы. Ходят по маршрутам, как обычный транспорт. Экологичная энергия, это хорошо, мне кажется. Если бы они их еще заряжали от солнечных батарей, ну, это в идеале, наверное, прям. Да, это есть здесь. Следующий плюс – доступные цены на автобусы в любую точку страны и в целом транспорт. Пока что, я еще раз повторюсь, я не ездила, не могу сказать по этому поводу, подтвердить или опровергнуть, смотря опять, наверное, с чем сравнивать. Может быть, кто знает больше, напишите в комментариях, какие цены на транспорт, если ездить по Чили далеко, например, там на юг или на север. Автобус от нашего городка до Сантьяго стоит $4-5. Где-то примерно так. Цены разнятся от того, что в выходной дороже, в будни дешевле. Туда-обратно, если брать, там тоже выходит чуть дешевле. Но в среднем $4-5 этот автобус. Автобус комфортабельный, двухэтажный, с туалетом. Ехать где-то 1,5-2 часа до Сантьяго. Поэтому, ну, да, скорее всего, я могу подтвердить это, что транспорт здесь доступный. Рядом с нами вот там, в той стороне, проходит линия метро. Ну, как я его называю метро, местные его называют метро, хотя оно где-то наземное, где-то подземное. Оно проходит мимо нас и идет в Винью-дель-Мар и потом в Вальпараисо. То есть можно отсюда доехать тоже до океана. Жалко, что единственное, что оно не идет до Сантьяго. Говорят, что были планы построить, до сих пор они есть, но они пока не реализованы. Было бы очень круто, если бы отсюда можно было доехать прямо на Сантьяго на метро. Ну или на электричке, как хотите называйте.
Было бы быстрее, чем на машине, потому что при въезде в Сантьяго обычно-то стоят большие пробки. Так, дальше про транспорт сказала. Следующее положительное отношение к вакцинам мне написали. Я про это ни у кого не спрашивала, сама не сталкивалась. Наверное, может быть. Следующее доступная стоимость жизни. Наверное, опять же, смотря с чем сравнивать. Минимальная зарплата здесь у них 500, если не ошибаюсь, 520 с чем-то долларов в месяц. Это минимальный оклад, минимальная заработная плата. Что можно на это позволить? Да немного. Если аренда квартиры, дома стоит, ну, минимум, наверное, $300, 300-400, если более-менее такой дом, квартира иметь. Если иметь свой дом, ну, возможно, и хватит. Ну, здесь я не могу сказать, это нужно делать подсчеты, я в подсчетах не сильна. Поэтому про доступную стоимость жизни. Но цены в супермаркетах здесь я не скажу, что они дешевые. Они довольно-таки не дешевые. Если мы идем в супермаркет, то мы как минимум оставляем там 4-5 тысяч рублей, если на наши деньги. 40-50 долларов. И это мы затариваемся не так, чтобы сильно. Там что-то купить, курочку купить, там немножко креветочек, рис такой основной. И фрукты, овощи мы покупаем отдельно. Не знаю. Возможно. Следующий пункт – это бездомных не терроризируют. Их не терроризируют. Плюс это или минус, не знаю. Потому что мы как раз вот сегодня шли по улице, там сидел бездомный. Он никого не трогал, он просто сам себе сидел. Но, естественно, вид у этого сразу создается неопрятные улицы, плюс запах, конечно же. Не знаю, но их не гоняют, да, им разрешают. Они сидят, спят на скамейках. В Сантьяго, там ближе к центру, там в Эстасион Централь, рядом, как же называется, со станцией, с центральной станцией, там, где поезда и автобусы приходят. Там прям вообще посреди улицы есть такой участочек с деревьями, с травкой. И там бездомные строят себе такие мини-шалашики, и они там живут. Их никто не гоняет. Хорошо это или плохо? Для облика города, мне кажется, плохо. Для самих бездомных хорошо. Двоякое. Далее, красивый стрит-арт. Где-то он красивый, но когда он немножечко уже обветшает, он не очень красивый, его никто не обновляет. Мне нравится стрит-арт, если он действительно качественный, а не просто там что-то там намалевано. Вот в Вальпараисо там очень красивые есть стены расписанные. Поэтому, да, скорее всего, соглашусь, что стрит-арт красивый, его здесь не запрещают. Не знаю, поощряют или нет, но точно не запрещают. Дальше мне написали про неполицейские государства. Ну, это правда. Полиция здесь не имеет много прав для вмешательства в деятельность, в жизнь граждан, в принципе. И вот как в случае с нашей машиной, это, конечно, мешает и раскрываемости преступлений, с одной стороны. С другой стороны, свобода и права человека, что тоже немаловажно. Ну, а бороться с преступностью тоже надо. Поэтому здесь вот соблюсти этот баланс и ввести какие-то законы, которые бы соблюдали этот баланс, ну, наверное, не помешало бы. Следующее и последнее из плюсов, которые мне написали англоязычные иммигранты в Чили, это про больничный по беременности и родам. Они мне пишут здесь, что дают 6 плюс 12 недель оплачиваемых больничного при рождении ребенка. Да, это правда, не знаю, это много или нет, честно скажу. 6, 12 и 12 недель. Ну, наверное, это достаточно, учитывая, что я слышала, в Европе, в некоторых странах там вообще там 3 недели, месяц, и сразу тебя выгоняют на работу, и больше ничего не оплачивают. Наверное, да, это хорошо. А что это мы с вами все про плюсы и про плюсы? Давайте-ка мы наконец-таки перейдем к минусам.
Про некоторые я уже говорила, про то, что бездомные есть в городах, где-то больше, где-то меньше. Попрошайки тоже есть. Некоторые просто ходят, попрошайничают с какими-то там баночками, с картоночками. А некоторые, ну, они не совсем попрошайки, они как бы работают. То есть ты останавливаешься на машине на перекрестке, тебе предлагают, например, помыть стекло. Иногда предлагают, иногда более настойчиво предлагают. Также устраивают какие-то представления на перекрестках. Для водителя это не очень удобно. Я тут водила машину, и когда вот он мельтешит у тебя впереди, это не очень удобно, ты боишься его просто задавить. Вот. Ну, они так зарабатывают тоже свою копеечку. Мы когда ехали в метро в Вальпараисо, тоже один раз заходили парни, один читал рэп, другой на ходу придумывал какие-то рифмовки на испанском про ехавших рядом соседях, про людей, которые там сидели, он с ними общался, они ему что-то отвечали, он на это отвечал что-то в рифму. Было забавно, я не все поняла, но было забавно. Также заходил, и вот это все в течение одной поездки. Вот рэп, рифмовки, и третий зашел парень, он пел под фонограмму со своей колонкой, но пел он классно. Я вот сейчас вам поставлю кусочек его песни, посмотрите. Мне очень понравилось, честно говоря, мы ему дали там какую-то денежку. Не знаю, там же еще в метро ходят торговцы. Они предлагают платочки, бумажные салфетки, какие-то чипсы, еду, перекусы, снеки. И на дорогах тоже ты останавливаешься опять же на светофоре, они между рядами ходят и вот это предлагают. Такая вот своеобразная местная особенность, так сказать. Минус это или нет? Ну, для меня, наверное, скорее минус. Потому что они, ну, движению они реально мешают. Из-за них иногда нельзя выехать. Если кто-то им денежку дает, ты не можешь продвинуться, потому что пока вот они им не оплатили. Вот это первое, что я хотела сказать. Из того, что мне отметили, опять же, на этой страничке англоязычные люди, они отметили из минусов низкий уровень знания английского. Это правда, это 100% правда. Если вы обладаете знаниями только английского и не знаете испанского, но хоть чуть-чуть, будет сложно в Чили, потому что английский здесь знают буквально единицы. Хотя в школе он преподается, но он преподается, опять же, очень плохо. Наверное, так же, как у нас в школе преподавался. Один раз в неделю, может быть, два. Если ты, конечно, школа не частная, и там не стоит именно целью обучения иностранному языку. Тут есть частные школы, в которых обучение все происходит на английском. Есть частные школы, в котором обучение все на немецком. Но это, опять же, там и учатся единицы. И большинство из школ государственных на английском потом не понимают ничего. Поэтому будьте к этому готовы. Еще из минусов, которые мне отметили, которые мне написали, это длинные рабочие часы. Это правда. Здесь сейчас, вот именно сейчас у нас 26-й год уже наступил. В этом году должны уменьшить до 42. Раньше было 44 рабочих часа. В этом году должно уменьшить до 42 в неделю и к 28 до 40. Для сравнения, в России сейчас 40 часов рабочих в неделю, это норма. Но они идут к улучшению, это радует. Дальше, что мне еще отметили, расизм по отношению к коренным народам и иммигрантам из других частей Латинской Америки. Наверное, кто-то испытывал это на себе, потому что, ну, я не иммигрант из другой части Латинской Америки, я не коренной народ мапуче, поэтому es difícil opinar
поэтому трудно мне высказывать по этому свое мнение. Не знаю, не сталкивалась. Но слышала об этом раньше тоже, да, это должна сказать, слышала, что какой-то расизм есть, негативное отношение, да. Так, еще одно из того, что мне написали, это бюрократия и долгое ожидание любых документов. Ну, да, это, это бич, так сказать, Чили. Долгое ожидание, это совершенно правда, и бюрократия в том туда же. Ожидают документов очень долго, в том числе иммиграционных, хотя должны, по идее, выдавать быстро, но то ли служба загружена, то ли они работают так медленно, хотя скорее это, наверное, в сочетании двух факторов. У, у сестры мужа, у нее есть тоже муж, я не знаю, как они все эти родственники называются, в общем, муж сестры моего мужа. Они подавались тоже на временную резиденцию, и он сейчас вот только-только получил временную. Он ждал 2 года 4 месяца. 2 года. Подавался по воссоединению семьи, потому что у них дети здесь родились. 2 года 4 месяца. Это, конечно, немыслимо. И все вот эти 2 года он не мог нормально работать, потому что он работает доставщиком сейчас, а без временной резиденции ты не можешь сделать себе местные права. А без прав ты не можешь работать. То есть вот как тебе работать, содержать семью и одновременно соблюсти этот закон? Непонятно. Следующие минусы уже будут от меня. От меня лично. Первое – это проблема наркомании. Наркотики здесь очень доступные. В школах, как мне рассказывали, в школах нужно очень умудриться, чтобы тебя чем-то не угостили, не пригласили, не дали попробовать. И вот оттуда все это начинается. Кто-то потом вылазит, кто-то нет, большинство нет. И это здесь очень доступно. То есть продажа наркотиков вот так вот просто. Я когда приехала, расскажу вам историю забавную. Когда приехала, и здесь вечером как-то сидела на улице, и слышу у соседей, там дальше, где-то в той стороне, не рядом, поэтому непонятно в каком доме, где-то там, салют. Обычный день был недели, среда или четверг какой-то вечером. Салют. Я думаю, свадьба какая-то может быть там, или день рождения празднуют. И мужу своему сказала. Он говорит, нет, говорит, это, говорит, не свадьба. И никакой это не праздник, это, ну, для кого-то, наверное, праздник. Говорит, это наркотики привезли, и они так оповещают, что вы можете пойти, клиенты их могут пойти и купить. Я тогда очень удивилась, потому что как это они оповещают? А где же полиция тогда, если вот так все знают, и никто с этим ничего не делает? Ну, вот так вот здесь живут. Такая местная особенность. Следующий минус, который я бы отметила, это землетрясение. Но это тоже субъективно. Меня они, в принципе, не очень пугают, но кого-то пугают больше, потому что этот вопрос меня часто задавали. А если там землетрясение, а как там сильно трясет, а это страшно. Меня спрашивали, поэтому как минус я это все-таки внесу туда, вот галочку поставим. И тут опять же немножко есть отличие по территории. Там, где мы живем, вот я вот сейчас прям посчитаю по пальцам, могу посчитать, сколько раз в прошлом году у нас были землетрясения. Причем землетрясения вот не сильные, то есть тебя немножко так, как будто грузовичок проехал такой груженый, или метро там под тобой проехало. Вот ощущение такое, ну, немножко тебя так потрясло. Было 4 или 5 раз, не больше, за прошлый год. На севере, говорят, трясет чаще и немножко посильнее. Ну, вот зависит тоже от территории. Раз в 20 лет, мне муж рассказал, раз в 20 лет происходит довольно-таки сильное землетрясение. Вот последнее было, если не ошибаюсь, в 2010 году, когда тоже что-то разрушилось, люди погибли.
Вот. Но здесь все дома строят уже с учетом этого, поэтому разрушений так, как таковых сейчас не бывает. Ну, такая вот особенность тоже Чили. Поэтому, если вы сюда поедете, имейте в виду, что вас может немножечко потрясти. Иногда немножечко, иногда побольше. Также опасность землетрясений есть от цунами. Цунами у нас рядом находится океан, ну, как рядом, 30 минут ехать до Виньи. Находится океан, и там везде стоят таблички про эвакуацию цунами. То есть стоит направление, куда нужно в горку убегать, чтобы тебя не накрыло. Что еще хочу сказать про минусы? Это вот последний минус, который я отмечу. У меня здесь даже больше ничего и нет в моих заметках. Последний минус – это пауки. Я их очень боюсь, пауков. Здесь они есть, здесь есть тарантулы. Они такие, довольно-таки, ну, размера тарантулов. Они не опасные на самом деле. Здесь не нападают сами. Если укусят, то это как укусит тебя оса, там пчела, кто-то. Но сами вот их размер внушительный. Я видела один раз, не у нас на участке, на другом. Один раз видела тарантула. Ну, они медленно ползают так вот. Тот вообще был какой-то полудохлый. Он сам приполз откуда-то с другого участка, с территории, которая не облагорожена, не знаю. Вот. Но кроме тарантулов тут есть еще другие пауки, тоже такого размера внушительного, тоже не опасные. Но они пугают именно вот своим размером, там сантиметров 6, наверное, 7. Вот они такого я видела где-то паучка. Они живут на земле, они не вьют паутины, живут в листьях, под деревом, под какой-то укрытием, в дровах. Вот, и выходят ночью только. Днем их не увидишь. Но есть и один паук, который более опасен для человека. Здесь его называют Аранья де ринкон. По-русски это, если перевести, угловой паук, его еще называют чуланный паук. Этот тип живет в домах. Он небольшого размера может достигать, но не знаю, сколько я там смотрела, где-то вот такой, наверное, он может быть вместе с лапками. Но вот он реально опасен. То есть его укус, это может вызвать воспаление. Если нет аллергии, то тоже будет очень нехорошо. Это нужно сразу ехать в больницу, чтобы тебе там обрабатывали, чтобы тебе там все делали, потому что его укус вызывает, как мне сказали, как я прочитала, некроз тканей. Не хочу об этом говорить. Это больная тема, пауки для меня. Но вот этот паук реально опасен. Поэтому он живет в домах и в помещениях, вот именно дома. Может быть, я видела, может быть, нет. Не могу сказать, потому что я их стараюсь, как бы, если он даже маленький, я его стараюсь сразу уничтожить, чтобы потом он не вырос. Не знаю, этот был паук, не этот был паук, потому что они здесь и черненькие, красненькие, беленькие, разные бывают. Вот. Но вот этот паук реально опасен. Как мне сказал муж, случаев не так много, когда он кого-то кусал, потому что они тоже стараются, они не вьют паутину, они стараются жить где-то спрятанными в коробках, где-то там где ты постоянно ничего не достаешь, где прохладно, где влажно. Они тебя боятся больше, чем ты их, наверное, скорее всего, и стараются спрятаться поглубже, чтобы не отсвечивать. Но вот они здесь есть, поэтому я к этому как-то немножко отнесу это в минусы Чили пускай будет. На этом мои минусы закончились. Пишите в комментариях ваше мнение, чего бы вы испугались из всего этого, что я перечислила. Будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Буду делать для вас еще интересные видео. Сейчас делаю видео про городок, в котором мы живем, который называется Кельпуэ. Небольшой городок Чили.
Подписывайтесь, будет интересно. Пока-пока.